Я еще думаю, почему у меня звездочки так тускло светят. Я сейчас сняла свою зимнюю гирлянду и вообще как-то очень пусто стало. Я додумалась поменять батарейки. Вы можете сравнить с предыдущим видео, насколько ярче они сейчас стали. Просто для меня сели батарейки — это когда вообще ничего не работает. А они просто светили тусклее. Я не знаю теперь, что с этими батарейками делать, потому что они как бы уже сюда не годятся. А куда они сгодятся? Но они же еще не до конца сели, что ничего не работает. Было очень грустно снимать новогоднюю зимнюю гирлянду, потому что она мне безумно нравилась. А еще больнее осознавать сейчас, что вот эта вот моя зимняя гирлянда там могла бы быть намного ярче, а не таким темным пятном, как она была. И я еще думаю, почему я никак не могу изменить настройки камеры, чтобы у меня были эти огонечки такими же, как раньше. И ведь эти зеленые веточки гирлянды могли бы быть ярче, и эти красные сердечки могли бы так красиво смотреться, и так обидно мне, вы не представляете, просто... Выговорилась. Можно начинать. Я очень давно хотела попробовать сделать такую форму, она у меня давно лежит, и вот, наконец, я додумалась сделать зимний шар. Как раз зима же наступила, тогда, когда я начинала делать это видео. Сейчас уже середина. Первым делом, как обычно, я замешала по инструкции эпоксидную смолу. Мне особо много не надо, поэтому я сделала это в мерном стаканчике из набора. Переливаю в другой стаканчик и берусь за красители. Обычный синий и перламутровые. Вот этот белый — это прям вообще невероятная вещь. Очень красивый зимний. Я смешала два перламутровых, у них просто разные блестки, а вот синий добавлять уже не стала. Я решила не делать цвет темнее. Ну и заливаю форму. Я попробовала сделать зимние морозные узоры на основной части, но при застывании они пропали, потому что блестки равномерно распределились. Дальше лучше давайте сначала объясню. Так как на этой силиконовой форме две части, я и думала, что они обе нужны для того, чтобы сделать фигурку с водой внутри. Поэтому я взяла скотч и приклеила его на основную часть шара, чтобы убрать пылинки, если они там есть. Форму-то не помыть на этом этапе. И потом я стала заливать ее прозрачной смолой, чтобы было стеклышко. Тут я, кстати, уже беру другую фирму эпоксидки, потому что у меня та закончилась, но это не страшно, их можно смешивать, так как первый слой смолы полностью затвердел. Маленькой горелкой я убрала пузыри, а остатки смолы я окрасила в белый и перламутровый цвет, чтобы покрыть им заднюю часть, потому что она была слишком прозрачной, плюс так получится, что внутри шар белый. И вновь у меня осталась смола, и я залила ею форму на будущее. Вдруг пригодится. Нет. Вот какой чудесной получилась первая заготовка, и можно вынимать вторую. Тоже очень круто. Так, дальше надо придумать, что сделать внутри этого шара. Я была так озадачена, как его сделать в принципе, что совершенно не продумала, что положить внутрь. Решила посмотреть, что у меня есть из подвесок, но ничего подходящего там не было. Коллекция подвесок у меня весьма специфическая, да, но на это есть причины. Я когда-то очень любила «Сверхъестественное». Сериал. Короче, вариант с подвесками отпал. Дальше я вспомнила, что у меня есть вот такая силиконовая форма елочки, которая не очень объемная. Для елки я взяла жидкий пластик, потому что он у меня давно лежит и надо бы его использовать. А так вполне можно взять и смолу, и полимерную глину вместо него. И нет, рисовать я елку... Я рисовать... Мне проще заморочиться и сделать ее из чего-нибудь, дождаться силиконовую форму соли, нежели нарисовать.
Смешиваю два компонента, перемешиваю и заливаю, потому что застывает он довольно быстро. Вот что получилось. Пластик у меня пока не совсем до конца полимеризовался, поэтому я пока могу его обрезать по размеру шара. Красить я стала ее акриловой краской. Обожаю этот лесной цвет, но для новогоднего шара он показался мне темноватым, поэтому я разбавила его немного салатовым и подсветила елочку серебряным. Теперь ее можно приклеивать. Чтобы сделать это ровно, я нанесла на нее клей и вложила ее в стеклышко, а потом соединила две части шара. Так елка приклеилась сразу на нужное место. Настал момент заполнения шара блестками. Я в дальнейшем планировала склеивать обе части эпоксидкой. И чтобы в будущем залить шар жидкостью, я сделала силиконовым клеем вот такой чопик, который стал бы пробкой, которую я бы выдернула из склеенного шара, чтобы залить жидкость. Звучит все логично и вроде бы все должно получиться, да? Промазываю всю поверхность эпоксидкой, приклеиваю вторую часть. И тут я совершила первую ошибку. Я сразу же перевернула шар. И все мои блестки съехали к краям. К краям, только что промазанным смолой. Пришлось все снимать и заново насыпать блестки. Теперь я стала делать это на другую сторону, чтобы потом не переворачивать шар, а сразу видеть все с лицевой стороны. И вот он склеился. Но там такие стыки ужасные. Вынула я свою силиконовую пробочку, но смысла в ней не было, ибо рядом была непроклеенная здоровенная щель. На камере это не очень видно, но она здоровенная. Дубль 2. Тут просто по волшебнейшему образу именно в тот день я увидела в инстаграме видео, как одна американка делала подобные шейкеры. То есть фигурки, в которых вода и которые можно трясти, потому что там блесточки. Она использовала всего лишь одну часть с этой силиконовой формы. Спрашивается, зачем же тогда вторая? Подождите. Я же, когда делала первый шар, я приклеивала ровную часть на слой свой. Не тот, который был нижний, голубой, а на белый, который был неровный. Отсюда и неровности. И если бы я склеила между собой обе нижние части, которые были в основе внизу силиконовой формы, то вполне может быть, чтобы это получилось. Только что дошло. Не знаю, понял ли кто-то только что ворвавшуюся мне в голову мысль. Может быть, в будущем я как-нибудь это попробую. В этом видео я это не освещаю, потому что только что дошло. Так, ладно, давайте все равно попробуем другой способ. Вот такая у нас основа, и я вклеила в нее елочку. Засыпаю всевозможные блесточки, кладу месяц, еще блесточки, зима же, снег. Дальше нужен пластик, который на упаковочных коробках. Я у себя нашла нераспакованный чехол от телефона, которого у меня уже нет, и взяла нужный кусочек пластика. Этот чехол от телефона, которого у меня уже нет, это как символ всех тех проектов, которые я так и не реализовала тогда, когда хотела. Кусочек пластика нужно обрезать по форме изделия размером чуть уже, чуть меньше.
И дальше этот кусочек пластика нужно приклеить. Мне было жалко время, и мне не хотелось ждать застывания эпоксидки, да и УФ-смолу взять я поленилась, а взяла гель-лак, который сохнет в лампе, потому что у него была кисточка. Он же похож на УФ-смолу. Мне ведь на этом этапе нужно было лишь временно закрепить этот пластик сверху. Пока это все сохло в лампе, я нашла шприцы и глицерин, а еще заранее замешала смолу для итогового слоя, чтобы из нее уже вышли пузыри. Я заметила, что не очень-то ровно обрезала пластик и стала это исправлять, но у меня все расклеилось. Тогда я сняла его и промазала гелем вновь. Прижимая пальцами, я дала лаку схватиться с помощью УФ-фонарика, а потом отправила досушиваться все это в лампу. Придерживая и шар, и иголку на шприце, и держа еще сам шприц, я стала заливать глицерин. Все шло довольно гладко, поэтому я забыла о том, что надо придерживать иголку. И пау! Весь стол в глицерине. Просто весь. Я обезжирила поверхность жидкостью для снятия лака и залила итоговый слой. Именно этим финальным слоем окончательно приклеивается пластик к основе, плюс он придает прочность. Так вот я все залила и уехала из мастерской. И вот что я увидела, когда вернулась. Смола стекла на салфетку, внутри ничего не плавает. Эх, видимо, глицерин слишком плотный для такого. Но зато шар сам выглядел плотненько и надежно. Тогда я уже решила забить на эту елку, тем более, что Новый год прошел, и сделать то, ради чего изначально я купила эту форму. Магический шар. А еще мне как раз недавно пришла голографическая втирка, наконец-то. Вот так она выглядит, ее довольно мало, но этого хватит надолго. Аппликатором для теней я нанесла втирку на поверхность формы. Пока втираете, особо ничего не видно, но если поднести ее к свету, или свет поднести к этому месту, появляется радуга. А залила я это все смолой, окрашенной в черный. Я же могу уже не показывать вам, как я замешиваю смолу, вы же это у меня миллион раз уже видели. Там были какие-то следы, непонятно от чего, но в целом получилось неплохо. Правда, втирка лежала крупными блестками, но зато ее напыление снизу, вот это вот, мне показалось довольно симпатичным. Дальше техника та же. Вырезаю пластиковый круг, это не просто сделать сразу нужного размера. И берусь за блестки. Много блесток не бывает. Приклеивать пластик я решила все-таки на этот раз на УФ-смолу, а не топ-гель. И временно закрепила ее УФ-фонарем, чтобы ничего не съехало, пока я переношу заготовку в лампу. Ну а потом отправила сушиться в лампу минуты на 3, чтобы прям наверняка. На этот раз заливать шар я решила детским маслом. Оно у нас стоит с 2013 года без дела, вот и пригодилось. Аккуратно просовываю иглу под пластик. Пришлось постараться, чтобы сделать дырку. И наполняю шприц маслом. Заливать его было намного легче, чем глицерин. Но вот с пузырями я намучилась изрядно. Вот что из этого вышло. Выглядит довольно красиво, правда, блестки особо не плавают. Что ж, буду пробовать воду, значит. Когда я приклеивала пластик, у меня осталась вот такая щель, и я решила оставить ее для иголки. И хорошо, что я ее оставила. Блин, звездочки забыла. Пришлось просовывать их в эту щель. Потом я залила туда воду, это было очень легко. И чуть надавив на пластик, я запечатала щель УФ-смолой. А потом в лампу. Что-то это не совпало с моими ожиданиями. Во-первых, пузыри. Они взялись из-под этой кучи блесток, судя по всему. Во-вторых, блестки все скучковались и плавали некрасиво. Вообще не плавали.
Ну, точнее, они плавали, но это не назовешь плавали блестки. Это перемещались. Мне, кстати, одна знакомая рассказывала о том, что не все блестки хорошо ведут себя в воде, и что есть какие-то специальные, которые как раз-таки для того, чтобы сделать вот эти вот зимние снежные шары, ну и, наверное, они для этого как раз-таки подойдут, но я ими пока не обзавелась. Может быть, в будущем мы с вами посмотрим и их. Если вы ими уже пользовались, или у вас есть опыт уже сочетания блесток с водой, или вы знаете какие-то другие хорошие блестки, в общем, кто что знает про тему блесток воды, напишите, пожалуйста, в комментариях. В итоге финалочкой я решила заливать тот шар, где было масло. Блестки в нем лежали красивее всего. Его на этот раз я положила на силиконовый коврик. Так, если у меня вдруг что-то стечет, то я очень легко смогу отодрать свой шарик. Я, кстати, сделала еще пару заливок с втиркой, и хочу сказать, что раз на раз не приходится. Всегда получалось по-разному, так что это то еще поле для исследований или практики. Кто занимается маникюром, расскажите, пожалуйста, что я делала не так. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Я вас вот так вот люблю. Пока.